привет! Меня зовут Снежана, и я рада видеть вас на канале Bird Space. Как давно меня не видела. Но сегодня я буду сниматься не одна, а с вот этим вот облезлым, повернись, некрасивым мальчиком. Но если что, я ему этого не говорила. И сегодня мы отправились гулять в парке. Было отвратительное решение не пойти утром, хотя я не могла, потому что была плохая погода, собственно, как и последнее время в Беларуси. Но когда выдалась возможность, мы отправились с ним, и это очень полезно для него, особенно сейчас, в тех условиях, когда он еще сильнее обострились его симптомы. И да, хочу вам показать и немножко рассказать об этом, потому что я хоть в Инстаграме немножко показывала и рассказывала об этом, даже создала такой плейлист Free Fly, хотя это ни разу не Free Fly, это просто прогулка с птицей, но не все смотрят Инстаграм, хотя я даже собираюсь опубликовать пост с прогулками, с своими рассказами, с стоимостью курсов по Free Fly, вообще моим отношением к этому, но это будет позже, а сегодня просто хочу с вами такое вот время провести и рассказать. У нас давненько не было по многим причинам, но приходить грустной, раздраженной, с плохими новостями не хотелось. Поэтому, когда у меня немножко поднялось настроение и выдался первый единственный день свободный за май, я хочу рассказать немножко о голубчике и о его проблемах, как вы сами видите. Пойдешь на ручку? Вот он всегда любит сидеть на плече. Пошли на ручку. Нет, так нет. Короче, рассказываю. У этого красавца его симптомы, естественно, были самоощупа, но теперь все просто ухудшилось в разы. Он ободрал себе грудку, не только грудку, и, собственно, естественно, мы уже были у врачей, пересдали 100-500 анализов, и, как обычно, продолжаем лечение. Это не заразно, но с этим нужно работать. Собственно, одной из причин, даже одной из тем, которые я поддерживаю для птиц, это воздух, это природа, это, естественно, ультрафиолет, это ежедневное занятие с птицей. И занятие с птицей не только в рамках дома, то есть прогулка на улице — это уже своеобразное занятие. Птица мне доверяет, птица может со мной пойти, он себя комфортно чувствует, и это, собственно, помогает нам даже ездить к врачу, потому что он прекрасно воспринимает все новое вокруг, и это благодаря занятиям. Это раз. Второе, солнце обязательно нужно, ультрафиолет, даже когда сейчас ходят тучки, все равно это лучше, чем сидеть дома, и намного лучше, чем какая-либо, любая из существующих ультрафиолетовых ламп для попугаев. Дальше. Посмотреть, как он сейчас плохенько выглядит. Это он пошел гулять, я ему разрешаю только под присмотром, потому что, естественно, есть другие птицы и животные, вплоть до собак, которые могут быть выпущены, да, хозяевами. Всегда я рядом. И, естественно, мы были у врача, и это внеплановый осмотр, прошло меньше месяца, чем планировалось, естественно, но была другая проблема. Сейчас я вам его покажу. Смотрите, голубчик, когда хочет, расправляет крылышки. Смотрите на правое крыло, которое с вот той стороны. Покажи еще раз. Собственно, он уже не хочет, я заставлять пока не буду. Почему? Это не было зафиксировано мной, когда случилась эта вещь, но вот это вот правое, левое, боже, я забыла. Не было очевидной причины, когда это случилось, но случилось. Правое крыло начало подвисать. И оно не утратило свою функциональность, но, знаете, пальцем в небо, без рентгена, что-либо говорить, ой, пополз, не было смысла, поэтому птицу в переноску и на рентген, ну и жемчужинкой тоже, это его самка, если кто-то не знает, но никаких переломов не было, все хорошо, ушиб. И это неудивительно, любая птица может получить ушиб в любом месте, в доме, в квартире, в вольере, где угодно, а у этого тем более еще не летная ситуация, он у нас не летает, поэтому он такой мог получить где угодно. И да, естественно, я сейчас его не напрягаю полетами, но мы чуть-чуть занимаемся, потому что воздушные мешки в любом случае должны вентилироваться. На улице мы прекрасно гуляем, он иногда любит сидеть на деревьях, как в начале ролика показывала, и я всегда беру с собой маленькую его любимую клеточку. Клеточку он любит больше даже, чем переноску, но и всегда со мной любит потусить. Обычно я стараюсь взять его и полетать, потому что на свежем воздухе лучше летать, чем в помещении, тем более для такой птички. Вот это мы все лечим, и самое смешное, что мы, естественно, сдавали анализы, сдавали перья в том числе, и здесь было 2 пера, и я их выдернула, потому что их нужно было отправить на анализ. Обычно выдергивают перья, локализованные в той области, где ощупь, но, к счастью или к сожалению,
болезни не подтверждаются в очередной раз, мы пересдаем все опасные заболевания, но ничего не подтверждается из самого плохого. Голубчик. Поэтому поддерживающая терапия, надеюсь, нам поможет. И еще кое-что, если получится, расскажу вам. И голубчик очень счастлив, на самом деле, на улице. Он иногда садится мне на руку, когда мы там проходим от одного места к другому. И он прям машет крылышками, ему по кайфу. Но, знаете, птица не совсем понимает, что она не летная. Были даже такие ситуации у меня дома, когда жемчужинка отлетала на шкаф, и он кричал, потому что он хотел к ней. И если его посадить туда, а она потом оттуда улетит, он, думая, что он может летать, просто может спрыгнуть. И он спрыгивал. И после того, как я поняла, что нет, этот птиц не понимает, что он упадет и может себе все что угодно поломать, разбить, я ограничила все эти перемещения его, и больше таких прыжков не было. Однако вот где-то умудрился вывихнуть, хотя причины могут быть разные. Кстати, очень красиво, но оно вот такие высокие деревья, не выше меня, я стараюсь не садить, что-то пониже, потому что он любит забираться повыше, и поэтому лучше, конечно, в такое не садить. И меня в Инстаграме еще часто спрашивали, как гулять, с кем гулять, зачем гулять. В принципе, зачем и почему я уже многократно рассказывала в Инстаграме посты, и сейчас повторяю, что это ультрафиолет, это свежий воздух, это физическая активность птицы, это доверительные отношения. То есть до того, как вы идете гулять с птицей на улицу, она должна быть ручная. Даже если ваша птица летная, и вы наденете на нее любое приспособление придуманное, будь то шлейка или же, как называют, памперсы, костюмчики, и ваша птица дикая, поверьте, из этого ничего хорошего не выйдет. Она или отлетит, или перегрызет этот провод, или будет валяться просто у вас в руках, пытаясь снять этот костюмчик. Поэтому занятия с птицей должны быть до выхода на улицу, если вы практикуете выход без клетки переноски. И о приручении я уже рассказывала, опять же, продублирую вам на всякий случай ссылку и в описании, и здесь. И вот его посадила, уже деревья некоторые распускаются, некоторые отцветают. Ну, посмотрите на вот это. Вот посмотрите, вот сколько бы мы ни старались, сколько бы вы ни делали, но все равно, видите, нам не подвластно что-то. Поэтому я стараюсь все максимально для этого мальчика делать. Ну, посмотрим, что получится. Все равно мы любим тебя таким. Давайте вкусняшку. Там всегда беру с собой вкусняшки. Сегодня взяла такую коробочку. Раньше просто брала в пакет чумизу. Ну, кстати, он умеет открывать коробочки. Но поскольку я хочу его сама угостить, давайте-ка я открою ему коробочку, да? Он еще не заметил. Если бы увидел, что у меня в руках вкусняшки, он бы уже лапку поднимал. Блин, только сказала, и уже поднимает лапку. Будешь? Будешь что-нибудь? Окей, чумиза. Ну давайте, чтобы не быть голословной, и покажу при вас, что он открывает коробочки. Открой, пожалуйста. Ты будешь голову засовывать? Давай сбоку. Умничка. Сразу две, хитрюля. И выбросил. Ну ладно. Возьмешь потом. А это вот, кстати, перо. Оно отгрызенное. Вот так вот и живем, да. Постоянно что-то отгрызается, но мне главное, чтобы вот это вот сейчас обросло, но оно, к сожалению, не обрастет сейчас, потому что это выдернуто без очина, а то, что выдернуто без очина, нужно ждать линьки, потом перо новое, которое во время линьки будет подталкивать очин и его вытолкнет, и только тогда что-то обрастет. Соответственно, это очень небыстрый процесс, потому что перо, выдернутое с очином, восстанавливается очень быстро. В течение нескольких недель оно уже может начать расти, в зависимости от пера и от вида птицы. Но вот такие перья, это, конечно, фиаско. И вот так вот попугайчик может чилить у меня, я его спокойно оставляю, и многие переживают, что можно что-то принести с прогулок с попугаем. Во-первых, вы можете заразить птицу чем угодно, принеся домой ветки, зерновые, корма. В общем-то, все, что угодно, что вы приносите попугайчику. И от этого не застрахован никто. Второе. Никто профилактические осмотры не отменял. И третье, у меня есть микроскоп, я отправляю анализы, то, что не могу сделать сама, я консультируюсь с врачами, поэтому я стараюсь максимально разнообразить жизнь птицы и помочь ей жить в домашних условиях, потому что
То, что мы заводим домой питомца, это не значит, что он может жить только в клетке. И если у меня есть такая возможность, я стараюсь его выгулять, если он сам не против. Потому что у этого мальчика тоже бывает, что нет настроения. Но я об этом, если что, вам не говорила. И вот он сам лазит, когда у него есть настроение. Но, в принципе, ему комфортно, удобно. И я стараюсь, чтобы всякие собаки к нему не подходили. А еще я беру с собой вот эту вот его любимая переноска. Сколько бы ей не было лет, это просто его любовь. Он ее обожает, он готов в нее идти. И вот та переноска, в которую я вожу их в клинику Айбивет вместе с жемчужинкой, она подходит для двоих, даже для более крупных птиц она подойдет. Но он ее не любит. Да, я могу его посадить, все обойдется без истерик, но по сравнению с этой маленькой, недорогой клеткой, это просто небо и земля для него. Вот такие птицы переборчивые. И если у вас будут вопросы, всегда мне можете их задавать, потому что это был такой сумбурный рассказ. В общем-то, держите пальчики за голубчика, чтобы он поправлялся, потому что я за него переживаю. Я хочу, чтобы у него было все хорошо, и несмотря даже на свою занятость и проблемы, которые у меня есть, я всегда стараюсь уделять ему время, заниматься не только им, всем своим птицам, потому что я их очень люблю. И вот такие вот у нас были дела. Извините, что врываюсь, но по скриптам пару слов. Пока шли, несколько человек подумали, что я обрезала его крылья, чтобы мы могли гулять. Нет, он сам их ощипывает. И второе, подумали, что я его выпустила, потому что шла с клеткой с птицей, а обратно он возвращался у меня на руке или же на плече, в зависимости от места, которое мы проходили. Люди подумали, что я его выпустила. Нет, ребята, нет. Теперь точно. Пока. Не ленись, подпишись на канал. С это Снежана, Снежана это С. Подпишись, пожалуйста, на канал Bird Space.